2 секунды предыстории. Человек захотел подкачать колесо, ну не свое, компрессором от аккумулятора, который стоит в багажнике. После этого начали проявляться ошибки. Есть ELM-ка, самостоятельно ошибки читает. По коншине ругается, блоки отваливаются. Причем блоки рандомные, на разных коншинах висят. И еще одна интересная особенность: пишет о том, что низкое напряжение питания цепи питания реле. Это ТЦМ пишет. Он включает реле, которое запитывает там некоторые другие блоки. ТЦМ — это у нас инвертор на этой машине. Также машина еще интересную особенность имеет. Иногда, когда глушишь, мотор сам запускается. Да, подключай. Вот еще один дефект в машине. Глушишь машину, выключил. Уже приборка выключилась, а мотор продолжает работать. Но он сейчас заглохнет. А потом пишет ошибку, что потерял связь с топливным насосом. То есть блок ПЦМ дает команду на запуск мотора, а после этого, ну это не всегда, а после этого мотор ругается на то, что нету связи с блоком управления топливным насосом. Как это я пока до конца понять не могу. Проявилась еще вот такая вот особенность интересная. Щелкает реле постоянно в блоке предохранителей. Я думаю, это как раз и будет разгадка к нашей загадке. О, звук поменялся. Слышите? Контролька даже не загорается, потому что там, когда контролька подключается, остается 2 вольта. Он замолкает. Контролька, кстати, без нагрузки, там резистор понтовый какой-то. А для того, чтобы оно перестало так делать, либо отключаю силовой на блок предохранителей, либо разъем управляющий с инвертора. Думал, может, инвертор водой залило, как на вскрыл, посмотрел. Ничего, все сухо. Он же C-Max, он же Fusion, ну одинаковый инвертор. Он же Toyota Aqua, Yaris и так далее. Но у них начинка похожа. Ну, там на Toyota другой, ну похож по силовой части. Итак, в данном случае нас интересует предохранитель номер 21, так как когда мы вытягиваем его из блока, у нас пропадает трескот, а он отвечает за питание инвертора. Сейчас походу пойдет инвертор под замену. Или к Андрюшке на стол упадет на ремонт. Работал инвертор, да? Угу. Да, только предохранитель вот вставляешь от инвертора, и он начинает всю сеть запитывать. Или не начинает. Но если включить зажигание, он выключит, включит свое реле, запитает сам себе, а потом начнет. Вот видишь, плавает. Сейчас, если поставить на зарядку, 11. Он разряженный просто. А теперь я вынимаю предохранитель, и все прекращается. Ну а дальше что? Дальше нам необходимо проверить все питания массы на блок инвертора и убедиться, что он не запитывает нам от постоянного плюса на плюс от зажигания, либо какое-то реле, что через сам инвертор нет никаких утечек.
Вот, для этого у нас есть схема, мультиметр, осциллограф. Надо проверять. Канлоу и соседний Канхай. Все прекрасно работает. Так, нам нужен контакт 6, батарея питания. 13:45 есть такой. Батарея заходит. Тут все четко. 9, 10. Это TCM Power Relay. А, нет, это вот этот вот. 0. 0. Также интересует 29. Последний. 3,6 выходит. Оно сейчас в режиме осциллографа. Без осциллографа тут делать нечего. Авто. О, только нам с DC интересует. Вот так вот. Вот теперь правильно показывает. Тут он определил его как переменку. Кстати, идет с частотой 50 Гц. Интересно. 50 Гц. А если блок питания мы сейчас отключим? Включаем блок питания. Это единственное, что его связывает с нашей сетью. Этот автомобиль... Нет, все равно идет наводка. О, началось. Итак, что у нас получается? Через 21 предохранитель со стороны Run Start Relay, которая у нас на самом деле не включается, прибегает какой-то кратковременный импульс, который дает сигнал инвертору, он же TCM, запитать себя через TCM Power Relay. Вот. И, соответственно, именно трещание вот этой релюшки Power Relay мы и слышим, хотя Run and Start выключено. Откуда прибегает сигнал через 21 предохранитель? У нас обалденно строят электросхемы. Мы видим, что в блоке предохранителей нету никакого ответвления от 21 предохранителя. Да? То есть откуда на него может прибегать сигнал? Линий нету, точек нету соединения в блоке предохранителей больше от реле. И тут мы видим, что какое дерево нифига себе раскрывается, если открыть Power Distribution. Следующим действием надо подергать предохранители и посмотреть, когда у нас пропадет вот эта вот пульсация. Она же с какого-то другого блока прилетает по-любому. Вот, но если я его вытаскиваю, он запитывает ТЦМ, а ТЦМ в свою очередь начинает другой релюшкой клацать. Вот, форма сигнала, в принципе, тут осталась, только ничего не клацает. А теперь смотрим вот этот предохранитель. Через один. Вот, на нем также есть этот сигнал, который пробирается на этот предохранитель. Вот, но ничего теперь не трещит. Так, давайте посмотрим, за что отвечает теперь новый интересный предохранитель. Не 21, а 23. А 23 предохранитель у нас отвечает за кучу всякой ерунды. Вот. До чего легче всего добраться? Я посмотрел на блоки, которые могут отвечать за это все, там range control модули и так далее. И решил, что, наверное, быстрее всего это будет камера. Камера заднего вида. Тем более у клиента была жалоба на нее. На то, что она то показывает, то не показывает. В общем, отключил камеру. Эффект можете видеть сами. Итак, видим вот такую картину. Оп. И на предохранителе у нас остается вот такой сигнал. А даже если нету импульсов, то у нас остается вот такой сигнал. Около 5 вольт и импульса.
фишку снимаем. Это камера, подключение Rear View камера. И все. И у нас 0 вольт. Вот, если пошевелить. 0 вольт. Подключаем обратно. И опять у нас есть сигнал. Но он в районе 5 вольт. Если вставить предохранитель, вот, я на другой поставлю сейчас. И у нас получается такой же сигнал, только просаженный. И уже не 5 вольт, а 3,72 в пике. 12 вольт висит, сейчас 5 вольт на клетку. Висит 12 вольт на шестом пине, либо это первый пин черно-белый. Не, фиолетово-белый. Вот. Четвертый пин. Violet White. Это у нас лин. Итак, запустили машину после ремонта. Так, а тут мне придется дать немножко пояснения. Если подсоединиться между первым пином и четвертым, то есть между питанием и лином, мы увидим сопротивление в 60 Ом. Это означает, что камера пробита. На следующем видео мы увидим, как работает лин. Это без подключенной камеры со стороны кузова от BCM. Ребята просто много кричали, пришлось отдельно это объяснять без звука. А это лин с подключенным разъемом, то есть на него питание перебегает через это сопротивление в камере. И лин перестает работать от BCM. Испробовав тестер, который уже фигурировал в этом видео, и, кстати, в предыдущем видео тоже этот тестер фигурировал, решил себе заодно заказать вот такой толщиномер краски. Давно хотел себе его взять, потому как часто люди приезжают для того, чтобы проверить автомобиль перед покупкой и просят проверить лакокрасочное покрытие. Мы не являемся специалистами по лакокрасочному покрытию, но тем не менее люди просят хотя бы потыкать толщиномером краски. И вот решил испробовать такой толщиномер. Если вы что-нибудь знаете о нем, то напишите в комментариях. Ну а я буду тестировать и потом как-нибудь сделаю обзор по этому толщиномеру. Возможно, в работе где-то понадобится. Здесь у нас сейчас крыло пластиковое, поэтому не пробивает. Здесь у нас видно, что капот у нас алюминиевый и толщина лакокрасочного покрытия 114 микрон. (119). В общем, вот такой вот толщиномер краски. И оставлю в описании ссылку и на мультиметр с осциллографом и генератором импульсов, и на такой толщиномер краски. Поэтому, если кому интересно, переходите, смотрите. То есть интересная история. Думал изначально, когда машина приехала, что вся проблема с каном. Оказывается, с каном тут никаких проблем-то и нету. А вот банально всплеск какой-то выбила диод внутри камеры. И она через каких-то 60 Ом, получается, через лин шину камеры, то есть без BCM, дает камере угол поворота руля. Камера его обрабатывает в полосу на изображение и отправляет по видеосигналу. И вот этот вот лин, получается, его подтяжка 12-вольтовая уходила на этот. Его подтяжка уходила на шину питания, которая сигнальная, и из-за этого вся машина как бы запитывалась кусками. Поэтому куча ошибок и по кану, потому что некоторые блоки спят, а некоторые живут своей жизнью. Когда приплывало эти 4 вольта на инвертор, он думал, что машина включилась, поэтому и двигатель не глох сразу, пока его ТЦМ поддерживал еще под питанием. Вот. Ну, по ошибкам тут понятно. Очень много, потому что сейчас, пока делалась диагностика, отключались разъемы, она еще успела ошибок настрелять.